Меня зовут Алексей Ракицкий, мне 57 лет. Я занимаюсь японским боевым искусством Сёрин-зи Кэмпо. Общий стаж занятий боевыми искусствами у меня представляет 44 года. Слово «конго» с японского языка можно перевести как «алмаз» или «твердый». Дзен – это практика ума. Таким образом, Сёрин-зи Кэмпо – это как алмаз. А практика показала, что чтобы защищать свои духовные идеи и цели, нужно уметь защищать себя. Не бойтесь приходить в боевые искусства. Это действительно интересный путь. Некоторых он захватывает на всю жизнь. Некоторые так или иначе получают полезный для себя опыт. Я начинал заниматься дзюдо, это было в юности. Потом после серьезной травмы вынужден был сделать перерыв. Потом серьезно занялся карате и попал в государственную секцию карате в городе Киеве. Так начинался мой путь в боевых искусствах. Мне предложено с вами позаниматься. Меня зовут Алексей Ракицкий, мне 57 лет. Боевыми искусствами занимаюсь 44 года. И я решил так, что мы начнем с вами с мозгов. Мозг – это единственный орган, который вырабатывает самое большое количество энергии в нашем организме. То есть он самый затратный. Как наш мозг устроен? Он понимает, что его энергозатраты, энергоэффективность применения очень велика. И он ищет простые функции и простые формулы для того, чтобы энергозатратность эту сбавить. И сегодняшнее наше занятие я бы хотел построить как раз на упражнениях, на которых мы часть этих условностей снимем. Делать. Мы давайте сегодня, поскольку у нас как бы тренировка будет, упремся в два движения. Хорошо? Потом много лет я провел в армии. Я действующим был офицером десантно-штурмового подразделения морской пехоты. Все эти навыки там очень пригодились и по-своему развились. С развалом Советского Союза я принял для себя решение закончить службу в вооруженных силах. Ушел и начал практиковать новую для себя школу Сёрин-зи Кэмпо. Будет. Упремся в два движения. Хорошо? Допустим, партнер отдадим меня в моей позиции. Впереди поищу. Чтобы делать там какое-то движение. Я должен как-то отреагировать. Но большинство из нас начинает анализировать ситуацию, и здесь возникает мини-пауза. Очень маленькая, незаметная. Но для Коли его мозг уже поставлен эту задачу выполнить. И если эта задача выполнена, он готов выполнять другую задачу. Очень мало встречается людей, которые разнонаправленные задачи могут синхронизировать. Это умники, это нормально. Поэтому вот тут уже закончилась функция, где мозг давал команду. Она может начать, например, удар. Поэтому если я здесь допустил паузу, скорее всего, заключается в том, что мы раз, и он стоит, и я стою. И только потом начинают переходить какой-то простой эффект. Вот условно. Почему так мозг работает? Вот на этом движении он уже функцию выполнил. Потому что мозг заведомо проанализировал, что он будет делать. Вот, например, вот мы стоим по дороге. Смотрите, как просто. Он увидел расстояние. Он понимает задачу. Он понимает степень функционирования. Видит мою руку, и мы здесь остановились. Смотрите дальше. Здорово. Это то же самое. Здорово. Все, мозг работает так. Здорово. Я чуть руку приподнял. Здорово. Я ее сюда закрутил. А его рука со мной должна поздороваться, задача до конца не выполнена. А если я уже руку сюда поведу, тогда вы понимаете, что мозг. Вот так мозг работает. То есть наша задача, чтобы вот эту условность
пауза, а потом выполнение движения избежать, нам нужно, чтобы для него мозг давал команду, что еще движение продолжается. И тогда это будет неусловность. Тогда я сразу... Первая тренировка в ранге группы, именно изучающей Сёрензи Кэмпа, проходила в городе Владивостоке ровно 29 лет назад. 15 сентября 2021 года мы будем праздновать 30-летие проведения первого занятия Сёрензи Кэмпа в Российской Федерации. Движение продолжается. И тогда это будет неусловность. Тогда я сразу начну двигаться и сразу добьюсь результата. Он меня будет захватывать, а я уже работаю. Понимаете, да? Он меня вот захватывает, а я встал. Все, он может что-то делать. Но если я его начну выводить из равновесия или просто движение какое-то давать сигнал, значит для него еще движение не окончено. Значит, я в этот момент могу функции какие-то выполнять. Он берет, а я выполняю. А не так. Не пошло. Он может. Это касается и атак в лицо. Например, идет атака в лицо. Я блок сотовок я сделал, но я остановил его руку и себя. Все, для него эта функция выполнена. Может дальше колено вставлять и так. А если я не дам ему остановку, вот, будто продолжая его удар, то есть он еще длится, то я могу работать то, что считаю нужным. Например, оставим. Понимаете, дальше мы идем. На захвате, например, с внешней стороны, я с остановкой прилетела на дорогу. А я без остановки. И вот таких разных вариаций море. Поэтому мы сегодня работаем именно такое упражнение, если вы не возражаете. Мы возьмем две техники. Первое, чтобы вам было удобнее. Захват изнутри, из киль, и перейдем в бросок маршрут. Вот это сворачивание. И вторую технику. Захват той же руки с внешней стороны. Переведем ее вниз, сделаем форму, как в Японии называют SG, буква S. G это буква, S, так и называют. И сделаем полет. Никто не возражает против такой практики? Нет. Ну, чтобы тихо. Не, сам. Тихо. Не, сам. Тихо. Хорошо, вторую руку я бьет. Тихо. Не, сам. Тихо. Первую руку я не, сам. Тихо. Вторую руку я бьет. Не, сам. Тихо. Первую руку я не, сам. Тихо. Вот ничего. Смотри, как они получают. Этот раз мы тоже отдаем руку, да, правую, начнем справа. Но тогда уже стоим в позиции в любой. Начнем захватывать с одной стороны, мы немножечко делаем движение. Захватывает другой рукой, мы какое-то движение. Любой. Но главное, что эти захваты осуществляют сейчас вот такую руку. Вот, или вот, уберите. Или вот. То есть мы не здесь, не здесь. Вот одна и та же подставка, провокация. Развитие школы начиналось с 4 человек. Через некоторое время их стало более 70. Мы вышли на международный уровень. Я нашел себе учителей, которые представляют Сёрензи Кэмпа в Америке, в Италии, в других странах. И, конечно, главным было стремление оказаться в штаб-квартире Сёрензи Кэмпа в нашей академии и учиться в Японии у настоящих самых-самых выдающихся мастеров этого боевого искусства. К сожалению, а может и к счастью, от мечты, поставленной попасть в Японию на практику, до воплощения этой мечты в жизнь прошло 18 лет. Но, тем не менее, занятия боевыми искусствами я не бросил, продолжил заниматься и уже в ранге представителя Всемирной организации Сёрензи Кэмпа продолжил развивать это боевое искусство в России. Сегодня у нас уже достаточно мощный, сильный коллектив. Существует 6 официальных филиалов в стране. На международной арене мы себя зарекомендовали с очень хорошей точки зрения, потому что на всех соревнованиях, как правило, 6, 8, 10 медалей завоевывали представители Сёрензи Кэмпа России. Вот короткая информация обо мне и о том, каким путем я шел. Или вот. То есть мы не здесь, не здесь. Вот одна и та же подставка, провокация. Такая подставка очень популярна в Сёрензи. Почему? Например, бьет нога. Мы ногу кинем, бам, рука уже здесь. Нет, ты уже поздно это сделать. Вот он бьет. Я его спровоцировал, он уже взял. И я его
провокация должна сработать, чтобы мозг перестроился в действие. Поэтому вот у нас сейчас правая нога впереди, правая рука, раз немножко двигается, раз немножко сюда, раз немножко в эту сторону, рук немножко туда, в любую сторону, в любую руку. Не вот, а у вас только правая. Потом поменяем стойку и так далее. Поехали, попробуем. Давая его мозгу команду, что для тебя движение еще не закончилось, это значит, что мы должны это сделать настолько рационально, чтобы для него не случился вариант того, что он может сам переключить свою работу мозга. О чем я говорю? Некоторые делают вот это смещение вот так. Посмотрите, как далеко. При такой ситуации его мозг вот здесь свою задачу закончил и красиво лупит сюда. Или сюда. Закончил, ну, вот же я тебе подставил. И так далее. Это все должно быть очень аккуратно. Раз, чуть-чуть. Видите, смотрите. Чуть-чуть, чуть-чуть. И все без пауз. Вот я его чуть вывел, сразу подхватил. Сразу подхватил. С этой стороны он пошел, я его чуть вывел и сразу сформировал. Больно, неприятно и так далее. Поэтому следующее наше упражнение такое. Счет ич. Он вас хватает, вы рационально. Ну, я пока говорю, но тут паузы не должно быть. Вы рационально чуть ведете ич, подхватываете его второй рукой и как лапшу его руку накручиваете. Хотя бы до этой фазы. Чтобы потом сделать наоборот. Никаких вот этих вещей не нужно. Сорвали, нет смысла делать что-то тут. Здесь смысл в другом. Итак, наше упражнение сейчас. Он захватил, мы чуть-чуть перевели, закрутили. Можно на этом остановиться. А можно делать движение? Как вам удобно? На вторую руку чуть перевели. Можно остановиться, но смотрите, я прикрыто. Я не такой спину отдаю. Чуть замкнул, вторую ручку на него наложил и сделали форму буквы S. Сам. Виси. Разных конфигураций. Как вам удобно? Попробуем. Пошире, пожалуйста. Я попытаюсь ответить на вопрос, что такое для меня, лично для меня Сёрин Зикэмпа, то это вся моя жизнь во всех ее проявлениях, атрибутивности, ответвлениях и так далее. А если говорить о том вообще, что такое Сёрин Зикэмпа, то Сёрин Зикэмпа – это школа боевого искусства, которую создал японский мастер Накана Мичиоми, больше известный в истории боевых искусств как Сода Син. Случилось это сразу после окончания Второй мировой войны. Вот он нас взял. И форма движения моя такая. Я его руку здесь накручиваю. При этом его локоток формирует острый угол. Теперь, если я его начну тянуть, чтобы бросить, острый угол закроется. И результата никакого не будет. Значит, я должен что-то придумать так, чтобы когда я его потяну, его все тело потянулось. Этого мы достигаем тем, что его мышечные волокна как бы переплетаем в веревку. Вот таким движением. Они вот так крутят. Чтобы вам было понятно, вот это Антошина рука, смотрите, вот его рука. Я ее довел до этого состояния и хочу его вывести из равновесия. Ничего не происходит. А когда я его мышцы скручиваю, то есть его мышцы благодаря своим действиям, у него рука сворачивается. И теперь, если я поведу в сторону локоть, он совсем телом начнет. Иначе он просто, если останется на месте, я ему разорву связки. Понимаете, да, о чем идет речь? А чтобы его вот эти связки скрутить, нужно не вот туда на него крутить руку, а как бы чуть-чуть мимо него и локоть направить к пузу. Получается вот такое движение. И как раз рукой это очень удобно делать. Школа уникальна была тем, что он не предложил сразу изучать какую-то технику, а предложил людям изучать некоторую философию, которую сам он рекомендовал называть как конго-дзен. И как раз рукой это очень удобно делать. Вот такое я вам продемонстрирую. Вот я скрутил его мышечное волокна. Вот я дальше двигаю. Вы можете спросить, а почему же, когда у него скрученные волокна, я его руку так смело сюда тащу, она же полураскрывается. Но дело в том, что когда волокна свернуты, как трубочка вот такая, смотрите, даже если я его дерну вперед, из-за того, чтобы не порвать их, мозг дает команду дернуться самому. Оп, видите, он
дернулся в то место, где я его раскрытие делал. Если бы волокна были не скручены, я потянул, и результата никакого. Он не дергается сюда. А когда они скручены, он сюда ныряет. То есть получается, я ему открыл, он ее сам закрыл. И этим мы и пользуемся. Раз, вот эти нет. Это во-первых. Вторая техника еще проще. Он нас хватает. Обычно мы на базовых степенях это делаем так. Глаза сюда, потом уходят. Но сейчас мы убираем вот эту паузу, которая здесь. Для этого его руку просто опускаем вниз. А себя подаем чуть вперед, чтобы наш локоть формировал крест. Техника так и называется джуджи-год. Сворачивание с помощью креста. Джуджи это крест происходит. Вот. Джуджи. Вот. Поэтому во втором упражнении наша задача опустить руку, подать свое тело вперед. Иначе рука будет здесь болтаться, и мы не сможем его руку правильно сформировать. Вот она здесь, на нашем теле. Положили вторую руку, расслабленно, формировали. Итак, первая техника будет яку, и вторая джуджи. Слово «конго» с японского языка можно перевести как «алмаз» или «твердый». Дзен – это практика ума. Таким образом, Сёринзи Кэмпа разум твердый, как алмаз. Наша школа требовала именно этого. И поэтому те люди, которые приходили заниматься, они в первую очередь приходили за некой духовностью. А практика показала, что чтобы защищать свои духовные идеи и цели, нужно уметь защищать себя. И поэтому была внесена в эту практику техника. Техника получила название Сёринзи Кэмпа. Если прочитать наши иероглифы по-китайски, это будет Шаолинь Ци Цюань Фа. Дословный перевод «Кулачный метод храма Шаолинь». Сода Син умышленно назвал так свою школу, чтобы подчеркнуть, что мы продолжаем не просто некий набор технических движений в своей школе, а мы опираем всю ту технику, которую изучаем, мы ее опираем на некое духовное начало, как это и было в Шаолиньском монастыре, который все прекрасно знают. Итак, первая техника будет яку, и вторая джуджи. И мы сейчас это сделаем с вами, вот как вы стоите, с учетом сворачивания двух рук. Антоха будет бить меня ногой. Я буду отбивать и провоцировать рукой захват. То есть я его ножку отбил, и рука уже здесь. И должен сделать. Это посложнее. Итак, раз, сразу пошли. Для второй руки, Антоша будет делать то, что он сегодня вам делал. Раз, два, три. Но только вместо третьего удара кулаком он меня схватит, смотрите. Раз, два, я руку оставил, провоцировал его. И подписано движение. Паузу убираем. Ее нет. Не даем его мозгу никаких шансов делать другие движения. Еще раз, медленно. Нога. Изнутри захват, без паузы. И не велись, и аккуратно сделать. Во втором варианте. Два удара рукой. Руку оставили, он ее запустил. Всем ли понятно, что мы делаем? Или поздно? Согласались? Руку было естественно. Поэтому никаких вот этих типа раз. Его хватает, не должно быть. Это должно быть естественно, он бьет вот. Все. Таким образом, Сёринзи Кэмпа – это школа, которая объединила в себе духовную практику и практику развития тела. Мало того, она интересна тем, что в нашей школе существуют разные разделы, которые включают в себя и бросковую технику, и технику ударную, и в том числе медицинскую практику восстановления. Все это в комплексе дало возможность школе завоевать определенный уровень популярности, и сегодня в Японии Сёринзи Кэмпа преподается наравне с дзюдо даже в учебных заведениях. Вот что такое Сёринзи Кэмпа, коротко. Это должно быть естественно, он бьет вот. Все. Так это работает. Другой вопрос, что вы будете после этого делать. Моя любимая воля. Кто-то говорил, а он говорит, 70% ударов пар. Ну, я там добавил 30 глаза. Вопрос, а оставь время. Удары зачем? Поэтому вот вы отбили, и смотрите, как наседаете от этой руки сразу. Когда для него провокация, человек падает после удара. Чтобы не упасть, он ищет точку опоры. Вот она стоит перед ним. Он навернется, чтобы еще и руку сломать. Ну,
чтобы сразу свои проблемы решить. А вы делаете не так, вы делаете, он бьет, вы... Это не то. Итак, еще раз. Идет атака. Естественно это делать. Ну тут, естественно, вывели его, руки. Мне сейчас не важно, чтобы вы качественно сам бросок сделали. Я добиваюсь того, чтобы вы поняли, что вот это должно сработать вот сразу. Крутили. Не должно быть условностей. Давай я постою, давай я стойку поменяю, давай я тебя уговорю. Все это не работает, это полное фуфло. Второе упражнение сейчас первое сделать. Второе это когда 3 руки. Раз, два. И вот мы сегодня били 3. Но сейчас вместо этого удара сделаем захват. Почему? Потому что мы стоим в разноименных стойках, я сбил его руку. Вот рука стоит, опять как точка опоры. Вы делаете. Как она делается, я уже сказал. Чуть-чуть опускаем руку. Но чтобы она не висела перед воздушном пространстве, двигаемся вперед. И на этом движении формируем ход локтя. Получается, вот вторую руку наложили и способ челнока. Здесь давим вниз, то есть воздействуем на руку вот по такому принципу. А оно все немножко такое челночное движение. У нас оно называется кайнерс. Кайнер это краб по-японски. Бог ходит. Очень больно, очень хорошо работает. Итак, сейчас... Хотел бы обратиться к зрителям, ко всем тем, кто смотрит сейчас эту видеозапись. Не бойтесь приходить в боевые искусства. Это действительно интересный путь. Некоторых он захватывает на всю жизнь. Некоторые так или иначе получают полезный для себя опыт. Очень больно, очень хорошо работает. Итак, сейчас 2 руки. Одну взял и стараемся, ну я вынужден остановиться, объясняю, стараемся всякие паузы делать. Раз. Как вам удобно? Хорошо? Поехали. Итак, 2 руки, нога, провокация и сразу начинаем. Все. Пока тут. Начинаем бить левой ногой, 2 руки и потом. Окей? Еще раз. Левая нога, 2 руки, нога. И пошли на могилу. И теперь прошу вас медленно, но забрасывать до конца. Пошире встанем. Поехали. Итак. Главное не останавливаться и не бояться. Иногда человек думает, да я физически слабый, чего я пойду? Меня там забьют как мамонта. Какой смысл в этом? Нет, это неправильное отношение. Нужно прийти, попробовать и стараться работать. Только когда мы сами себя заставляем что-то делать, мы добиваемся какой-то результат. Ставьте перед собой цель, конкретную цель, и ищите пути до этой цели добраться. Итак, ребят, кто страдает? Все-таки мозг того, кто защищается, дает команду. Перед нами опасно. И большинство из вас спасает себя не уходами, как сегодня делали в первой части сегодня. Антон проводил занятия. А делают тем, что дико разрывает дистанцию. Человек получает, тот, который атакует, сигнал, что нет смысла атаковать, потому что он не достает. Какой смысл тогда делать? А если он не достает, то получается, что упражнение не стоит ничего. Смотрите, сегодня говорили о том, идет 2 атаки, яичники из команд. Идет 2 атаки, раз, два. Все, меня били, меня. 3-я атака опять била меня сюда. И только после этого, почему он успешно может это провести? Потому что он контролирует правильную дистанцию. Если мы разобьем дистанцию, то что сделать? Он добавит ногу, а я бросок. Да. И так далее. То есть дистанция нас вырегулирует. Поэтому, когда мы нынешнюю технику сейчас делаем, первый вариант, первый, да? Смотрите. Дистанция все время рядом. Дистанция все время рядом. Я его с собой провоцирую. И из-за того, что маленькая дистанция, он мою руку и схватил. А я сделал бросок. И во втором упражнении все то же самое. Дистанция такая, чтобы ему хотелось меня бить. А у вас вот такая дистанция.
Ни ему бить неинтересно, ни мне сделать невозможно. Когда-то, много лет назад, я придумал такой афоризм, и в некоторых наших клубах и секциях его прямо вывешивали и выписывали на стене. Афоризм звучал так. Вершина Сёрензе-Кэмпа видна всем. Добраться до нее могут единицы. Зайти на нее не дано никому. Потому что если человек сказал, что он достиг вершины, что он достиг всего, то он просто автоматически останавливается в своем развитии. А это не наш путь. Поэтому приходите, пробуйте, смело занимайтесь. Вам всегда будут рады во всех организациях Сёрензе-Кэмпа, которые официально существуют в Российской Федерации. Милости просим. Ни ему бить неинтересно, ни мне сделать невозможно. Итак, сегодня мы попытались снять эту условность. Я надеюсь, что вы, то, что я хотел вам донести и сказать, если не универсально сделали, то хотя бы поняли. Вот скажите, вообще я с космосом беседовал, или кто-то что-то понял, и поднимите руки, кто понял. А? Люди начинают заниматься им таких простых вещей, но интересных не говорят, они думают, что у них все получается. Человек, он говорит, ты знаешь, у меня все красиво получается, только эта черта не работает. Вот и все. Потому что дистанция не та, долго держим руку, условность какая-то и так далее. Там скажут заплатить, не отпускай руку, а то бросок не получится. А вы не так, да, отпустил, ну что вышло?